Внимание! Материал для зрителей старше 18 лет. Остановись! Прекрати, Джура! Заткнись! Я ненавижу людей! Людей, лишивших нас дома! Нет, Джура! Он опасен. И для людей, и для нас. Но как его остановить? Его может остановить обладатель копья зверя. Ушо и Тора. Эпизод 9. Буйство ветра. Нет! Нет! Я потерял отцовские деньги! Да кому они вообще нужны? Дубина! В наши дни все деньгами оплачивается! Ты просто раззява. Твою ж! В таких случаях надо обращаться в полицейский участок. Ничего себе, ты об этом в курсе. О нет, колготки порвались. Что происходит? Что такое? Вихревой ветер? Никакой не ветер. А Камаитачи. Ветер! Нет! Йокай! Ты чего на меня нападаешь? Подождите, пожалуйста! Мне очень жаль. Вы вправе гневаться. Однако, прошу, выслушайте нас. Туго доходит? Они проверяли, можешь ли ты использовать копье зверя. Глубоко в горы нас завели. А тебе хоть бы хны. Поди привык уже. Тем более, сдается мне, неплохие они. Владеющий копьем зверя. Нижайше просим выслушать нашу просьбу. Что за просьба? Мы древние йокаи. Люди называют нас Камаитачи. Мы молим убить нашего брата, Джура, поглощенного бесцельным убийством и разрушением. Просим вас. Умоляем, помогите нам. Идиоты! Просите убить вашего брата? Я вам не наемный убийца! Каким же идиотом я был, согласившись выслушать вас! Убитый сельчанин. Если ничего не сделать, Джура убьет еще больше ваших собратьев-людей. Чего тебе? Почему только меня во двор позвала? Ту историю должен выслушать владелец копья зверя. Тебе ее слышать ни к чему. Где мы, кстати?
Горы Курикома, но название их тебе вряд ли что-то говорит. Бесполезный йокай, прислуживающий людям. Не разговаривай со мной, проживший 400 лет так фривольно! 400 лет? Совсем детеж. Камаитачи жили гораздо южнее, или я не прав? Нас выгнали! Люди! Ненавижу людей. Мне не хочется просить помощи у мальчишки. Мы, Камаитачи, работаем по трое. Первый опрокидывает человека, второй ранит его, а третий обрабатывает рану мазью. Вы человек, возможно, не поймете. Однако так мы и защищали свой дом. Хоть я и сказал «ранит», то лишь царапина, моментально заживающая от мази Кагари. Вот только Джура... У нас есть правило, нарушение которого фатально. Нам запрещено убивать людей без причины. Война с людьми приведет к нашему полному уничтожению. Нарушив правила, Джура должен расплатиться жизнью. Одолжите нам силу копья зверя. И? Где сейчас ваш спятивший братец? Собрался помочь, что ли? Ты, йокай, настолько боящийся копья зверя, что готов прислуживать как домашняя зверушка? Чего? Возьми свои слова обратно! Будто меня волнует твой поганый братец, дура! Оскорбляешь Джура? Умри! А ну возьми свои слова обратно! Погоди-ка! Никаких отговорок! Неладное что-то. Что? Явился. Джура. Брат, я пришел попрощаться. Попрощаться? Брат! Брат, я продолжу убивать людей. Буду убивать, пока всех не перебью. С ума сошел? Забыл наши правила? Да кому оно нужно? Мне осточертело. Мы вынуждены были покинуть родные места и бродить без цели. Только мне показалось, что скитания закончились, как нам снова приходилось уходить из-за людей. Началось строительство автотрассы. Мне надоело жить, подстраиваясь под людишек. И жить в их обличье тоже. Я покажу им свой облик. Я буду убивать людишек. Я вырежу свое имя в их сердцах. Прекрати! Нас уничтожат, если нападем на людей. Одумайся! Уничтожат? Все равно мы исчезнем. Из-за людей. Что за чувство? Неужели копье зверя? Вот оно что. Попросили о помощи человека. Так хотите от меня избавиться? Сдохните, твари! Думаешь, я буду слушать заявление об убийстве людей? Смехотворно! В легендарном копье нет ничего особенного. Что за черт? Глупец! Он моя добыча! Чего? Нападать будешь? Убью тебя в следующий раз. Брат, Кагари! Прощайте! Джура! Пойдем отсюда, не будем тратить время на всякую чушь. Отправляемся на Хоккайдо или куда там. А? Балбес! Да разве можно от такой херни помирать? Простите. Похоже, у вас есть причина следовать за этим человеком. Нельзя позволить ему умереть. Что? Ты о чем? Туго доходит? Он говорит, что есть способ спасти человека.
И какой же? А ну говори! Моей мазью! Раны, нанесенные Камаитачи, можно вылечить только их лекарством. Слушай, что тебе говорят, если хочешь спасти его. Дура! Мне плевать, если он сдохнет. Тогда чего ж ты бесишься? Заткнись! Что будем делать? Наверное, живым он будет вкуснее. Вот гад! Тора, куда он подевался? Дубина! А ну не двигайся. Я должен остановить его. В нем лишь ненависть к людям. Куда он мог пойти? За ним! Больно! Что такое? Тора, ты в порядке? Выглядит чертовски больно. Отстань! Прицепить обратно и заживет. Правда? Ну ладно. Так, люди перевязывают сломанную руку. Моя не сломана! Больно, дебил! Ты чего такой злой? Да чтоб тебя! Все время махал своим копьем. С чего сейчас-то заботишься? И впрямь. Даже не знаю. Может, потому что я человек? Всемайки.ру – крупнейший интернет-магазин прикольных футболок в России и СНГ. Здесь вы можете найти футболки, толстовки, кружки и многое-многое другое. Создай свою футболку в крутом конструкторе на всемайки.ру. Специально для зрителей скидка 10% на все по промокоду АНИДАП. Джура хочет отомстить, убив людей на стройплощадке. Он отправился туда? Да. Слушай, Тора, он был каким-то странным. Тогда мне показалось, будто он плачет. Не мели ерунды! Ты служишь человеку, и я не чувствую вины. За то, что отсекла тебе лапу. Да будто я ждал твоих извинений. Прекрати. Не настраивай их против нас. Нет, дай мне сказать, брат. Джура стал таким. По вине людей. Мы жили вместе, называемым людьми Хидой. Люди боялись нас, потому мы никогда не заходили на территории друг друга. Тогда Джура не был таким. Он был добрым и заботливым юкаем. Не мог даже мизинец человеку отрезать. Прекрасная гора, правда, Кагари? Мне нравится тут. Вот бы всегда жить тут с тобой и Райшином. А потом... Люди из Смрад Железа безжалостно выдворили нас прочь. Куда бы мы ни подались. Снова и снова. Будь только мой серп острее. Тогда нам не пришлось бы уходить. Мы бы всегда жили вместе. Мне тяжело смотреть, как Джура безрассудно убивает. Может, нам придется убить его. Но сердцем я всегда на его стороне. Он здесь? Я хочу еще раз с ним поговорить. Хорошо. Какие тут разговоры? Вы задумали убить меня? Тот человек жив? Вот оно что, Кагари! Твари! Джура, постой! Убийством людей ничего не изменить! Пойдем с нами! В другое место! В другое место? И что дальше? Нас просто снова прогонят. С меня довольно. Если отпустить его, он продолжит убивать. Я не могу проиграть.
Ни за что не проиграю! Истинная сила копья. Ненавижу вас всех! Сдохните! Кагари! Все подохли. Тора, я придержу. Вытащи Камаитачи. Что? Гляди, бензин вытекает. Если загорится, рванет. Быстрее! Ну уж нет! Она мне лапу оттяпала! Заткнись! Хватит ныть! Копье ему отвечает. Ладно, тогда держи все сам! Дурачье! Они мне больше не родня! Пытаетесь выпросить себе жизнь? Бесполезно! Ты так сильно ненавидишь людей? Ненавижу? Еще как! Ненавижу людей! Что выгнали нас из дома, людей, воняющих маслом и железом! Тогда убей меня! Я один из ненавистных тебе людей! Один из тех, кто разрушил твой дом и прогнал тебя прочь! Убей меня! Что такое? Можешь убивать только слабых людей, не способных дать сдачи? Ну что, Джуро, в чем дело? Убью! Какого черта должны резать тебя, если другие люди лишили его дома? Ты поступаешь неверно! Знаю. Я дурак. Никогда раньше не задумывался. Когда строится фабрика, жилой дом или что-нибудь полезное нам, обязательно прогонят кого-то, кто жил там до этого. В детстве моим любимым местом были джунгли в парке. Залезая туда, я чувствовал себя королем. Я обожал их. Однако с них упал какой-то ребенок, и их разобрали из соображений безопасности. Я весь день стоял и смотрел, как их разбирают. Я ненавидел взрослых, забравших у меня нечто дорогое, даже не спросив. Простите. Тяжело вам пришлось. Пусть я и человек, но ничего не могу сделать для вас, оставшихся без дома. Я подумал, что быть зарезанным не так уж плохо. Эй! Кто там? Черт! Уже сколько времени? Эй, смотрите, что там за существо? Уродец! Эй, погодите! Видишь, и так всегда. Вот почему я... Вот черт! Что ты наделал? Как быстро! Сейчас взорвется! Огонь приближается! Тора, быстрей! Заткнись! Ладно, хватаюсь обеими! Почему? Почему ты помогаешь нам? Молчать! Лежи там и не вякай! Дурачина, ты тоже помогай! Огонь! Эй, кто-нибудь! Помогите! Эй, там опасно! Забудь о тех чудовищах! Я человек и не могу проигнорировать зов о помощи. Ну-ка, взяли и раз. Еще разок.
Отлично! Бегите все! Джоро, я найду вам место, где можно жить. Должно быть где-то такое место. Ну а когда найду, скажу всем, что вы позволили вам жить в мире. Понимающие люди тоже есть. Но ты со мной, Джоро? Да, здорово. Было бы здорово. Просто отлично. Почему? Когда ты начал плакать, мне уже стало все равно. Тогда я и понял. Больше всего я хотел услышать сказанное тобой. Простите. Тяжело вам пришлось. Брат, Кагари, так будет лучше. Если продолжите жить, не отказывайтесь от человеческих форм. Быть может, в мире нам и не осталось места. Почему? Почему? Вот бы всегда жить тут с тобой и Райшином. Продолжение следует. Перевод на русский Мутаген Б и Анку. Текст читали Балфор, Джейд и Анкорд. Отдельное спасибо Фубу и Алдену. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра с сайта nedap.com. Релиз не для продажи.